Глина такая субстанция, она от жижи и до камня может меняться. Встаем в 5. Утром приходим, не видно, фонарики на лбу. И копаем. Я в городе некомфортно себя чувствую, мне нужен вот лес. Сейчас вот не самое лучшее время. А что тут весной? Мы тут за грибами ходим. Тут много грибов. Считал я, сколько я примерно вот в день копал могил, прикинул, и у меня получился состав из 100 вагонов. Я раньше ходил как на тренировку, с удовольствием. Люди, он ходит там в залы в какие-то, а я приду здесь, сколько-нибудь, я все равно выкопаю. То есть человек приспосабливается и психологически ко всему, и физически. Иди лезь. Ну, Санек устал вроде как. Да, устал я. Замучился. Ну вот когда детей хоронят, там, конечно, я всегда старался уходить. У нас дед тут работал. Тот любитель был детские копать. Там потому что действительно такие сильные эмоции. А здесь что, если человек умер естественной смертью, для него это может избавление даже. Был спортсменом. Мечтал стать олимпийским чемпионом. Учился плохо. Потом раз сердце посадил. Бороться уже нельзя. Не допускают. Куда идти? Мы сюда приехали, а здесь соловьи поют. Никаких начальников. Никого. Красота. Ну, я физик по образованию. Закончил даже престижный институт один. 2 детей родилось. Зарплата там 120 рублей у меня была. Это, конечно, мало. Получилось так, что у меня друзья в гранитном цеху работали. Устроили меня туда. А там зарплата можно 500 рублей было заработать. Больше, чем я там младшим научным сотрудником. В 5 раз. А потом вот открылась такая вакансия, кладбище-то новое. Я попробовал, и мне очень понравилось. Просто организм начинает требовать нагрузки уже, вот как профессиональный спортсмен. Я вот стоял, например, каждый день, у меня все сапоги были, прям хлюпали, причем мой собственный пот. Зато себя чувствуешь как огурец потом. Я вот заезжаю, допустим, там, знакомым в офисе, они все сидят, все толстые, с зеленым цветом лица. Ходит там кто-то через минуту курит. Ну, зачем мне это надо? Я это все прошел. Как раз вот в прошлом году мы вот там вот хоронили, морозы 30 градусов были. И я притащил тут парня одного, такой здоровый спортсмен. И мы стоим с ним. Он говорит: Сай, вот бы, говорит, фильм снять. Тут, говорит, фильм снять. Такая красота, когда мороз, знаешь, суровый такой. Мне 63. Еще лет 10 поработай. Сейчас внучка. Ее надо поднимать. Дочка не работает. Мужа нету.
сколько денег надо. С ума сойти. Этот платит, козел. Алимент 1000 рублей. Ну что это на памперсы не хватит. Ну смена приоритетов, то мы коммунизм строили. Была идея какая-то национальная. А сейчас вот разрыв поколений идет. Никто родителей не слушается. Работал в банках. Практически по специальности. Ну, недолго, наверное, года 2. После этого понял, что в банках я работать не хочу. Начал что-то искать. На тот момент друзья, с кем учился в институте, уже организовали некую фирму. Конец 90-х, начало 2000-х. Время было благодатное. Занимались продажей портативной техники. Немножко не сложилось с партнерами. Пошел работать на дядю, что называется, в рекламу. Профессия интересная, конечно, в рекламе там. Но не сработался я там генеральным директором. Отец предложил, говорит, приходи, попробуй. Ну, не то, что попробуй. Семью кормить все-таки надо было. Я пришел. И затянуло. Я же, в принципе, полмира, Дима, объездил. Чуть больше. Так что, что мне жаловаться? Зачем только не занимался? Да в молодости у нас только было самое крутое, у нас бокс был. В нашей молодости. И самбо. Вот это было самое крутое. Чистый, свежий воздух, нервы. Мы пытались, многие из нас там, и в бизнес куда-то палатки, но это не наше все. Я тебе говорю, судьба, понимаешь? Все. В старости так не покопаешь. Ну, не знаю, вот ему 63. Ты попробуй за ним угонись, покопать. И поймете тогда, да? 6 было покойников, сгорели семинаристы. Вот я выкопал яму для них. Часов с 9 начал и в 2 закончил. Монах стоял прям. И там получилось 12 кубов земли. Ну, земля, удельный вес у нее, наверное, 2, если не больше. Там был, будь здоров, похороны какие. Вот я выкопал, не дал никому. Это как бы мой рекорд был такой. Все, давай поможем. Я говорю, нет. А там же глубина большая. Там яма широкая. Здесь иллюзия, что она глубины, а там-то. А надо еще штык, 5 штуков. Короче, и ничего, я не умер. Однажды я копал 4 могилы у меня было. Нет, 3 было я выкопал, лично 1. А потом получилось, что мы одну забыли, вернулись, вот встретили похороны по пути. Я за 40 минут еще выкопал одну, 4-ю. Но это я был молодой. Прям запрыгивал на лопату. Алло. Да, здорово. 2,10 на 95. Это что-то ты, ладно. Да ему уже сказали, он просто, ему не надо было выходить, он просто зеленый какой-то, вообще сил нету. Не знаю, как бы он тут сейчас не скопытился, я вот что боюсь. Ну ладно, все, Коль, давай, я тут докапываю. Мы же не пьем, ведем здоровый образ жизни. А ты ведь сейчас параллельно еще и работаешь, да, по спорту? Тренером, да. С детишком, педагог, мытищах. У нас там центр детского и юношеского спорта. Джиу-джитсу, тайский бокс. Сейчас, знаешь, модно. Тяжело. Дим, тяжело. Знаешь, приезжаешь иногда, блин, после работы все болит, все трещит. Но, понимаешь, смысл жизни. То есть это я люблю.
Знаешь, копать, наверное, уже меньше сейчас. Про детей я уже боюсь говорить, что люблю. Потому что сейчас где не посмотришь, там одни педофилы, понимаешь? Иногда. Люблю спорт, Дим. Спорт люблю. Дети вырастают. Тут у нас парень работает, его сын у меня занимался. Он такой кабанище стал. Часто, конечно, мед копаю. Сейчас бы летом я весь в мыле был бы. Меня и так он испарил. У меня вот в группе, ребят, там, например, 5 докторов наук, кандидаты все остальные. Те, кто хотел, те получили свое. А я как-то спокойно к этому отношусь. Сын у меня МТУ закончил. Сын, у того все в порядке. Богатенький Буратино. Тот бизнесом занимается. Есть где жить, дом построил хороший. Вот такой упертый парень. Серег, там твои уже отъезжают от храма. Ну, не знаю, от нашего, по-моему, может, или от нашего, или в Ильинке они пелись. Ну, где-то это. Ты ребятам обзвони, я сейчас подойду тогда. Да! Иду! Когда у тебя есть чем заняться, да? А если это любимое дело, это вдвойне приятно. А если у тебя дела нету, вот ты сидишь, был такой момент, с работы мы ушли, да? Делать нечего, сидишь дома, и тебе страшно за свое будущее. Вот это страшно. А когда она есть, работа, какая бы она ни была, у нас, наверное, не самая тяжелая. Я прям на ощупь могу в темноте копать. То есть лично я только за себя могу сказать, что я не боюсь ничего. Я так думаю, нам особо в этом мире терять нечего. Может быть, там получше бы. А тем более нам все говорят: ой, у вас какая Богу угодная работа. Вы попадете в рай. А будет куда попадать-то? Есть он, рай-то? Это дело веры. Вера. Наука об этом еще не знает. Если ты веришь, значит, для тебя есть избавление. Я все-таки где-то в некотором роде ученый. Это в аспирантуре даже поучился. Среди физиков даже крупнейших. Там Ньютон, допустим. Что там? Ландау эти. Все современные. Они не были абсолютными атеистами никогда. Никогда не были. Потому что такие открываются там горизонты, что человек не может поверить, что это само собой создалось. Значит, должен быть Творец. А это и есть Бог. Другое дело, как мы его понимаем. Я как раз на соревнованиях был. То есть у меня как свое в голове, тут мне говорят: Юрка умер. Блин, у меня шок. Просто. То есть, мы всегда думали, что он всех нас переживет. Что до 80 лет копать все будет. Заниматься. Богатырь, здоровье. Перетрудился. Переработал.
вовремя уходить надо, как в спорте. А он чуть задержался, наверное. Инфаркт. Ну, просто у него один инфаркт был уже. Ну, а он такой парень терпеливый. И он с инфарктом работал. Мы все думали, что он вечный. Я всю жизнь за ним гнался. Да? Мечта была Юрку обогнать там. Вот. Я думал, вот он сейчас станет старенький. То есть я его обгоню. Так не получилось. Пришлось мне раньше выйти. А он продолжал. Ну, вот видишь, чем гонка закончилась, это наше соревнование, скажем так. Я смотрю, иногда люди говорят там, у меня друзей нету. Ну вот я считал, у нас были, как коллектив, друзья были. Вот. Сейчас, может быть, у меня уже нету друзей. Сейчас я просто тренер, дети, да, вот мой коллектив. Ну, я говорю, сейчас я наслаждаюсь жизнью после кладбища, после всего этого. Но ни о чем не жалею. Вот приходите вы на завод, вам давали мастера, который обучал вас всему. Вот отец для меня был то же самое. Показывал, как копать, где копать, что копать, где не копать. Кому говоришь там, что умер? Никто не верит, что думали, там здоровье, а видите как. Мог бы жить? Мог бы, а нет. Понимаете, я порой прихожу домой, казалось бы, вот нафиг мне это все надо. Руки, ноги болят, локти ноют, плечи ноют. Там. Казалось бы, ну зачем? Вот я уйду куда-нибудь там, на другое место там. Потом подумаешь, а где лучше-то? Там что ли лучше? Нет, не лучше. Там свои есть. Что я там не видел? Вот пока так, значит, оно так... Значит, что-то держит меня здесь.